Все родители мечтают, чтобы их дети выбили экзамен на 140 баллов. Когда идет подготовка к экзаменам, 24/7 ребенок сидит и готовится. И мама говорит: туда не ходи, на улицу не ходи, сейчас не время, потом погуляешь. Просто ребенок поел, просто взял и натощак съел огромное количество углеводов, тоже пойдет отек мозга. У меня дочка бежит и говорит: И я говорю: доча, вдох-выдох, вдох-выдох. Очень сильный страх совершить ошибку. Очень сильная история про то, что мои родители будут мной недовольны, и я не оправдаю ожидания. Практически каждый второй ребенок, будь то это девочка, будь то это мальчик, все равно они у нас в дефицитах. Страх, который, в принципе, снимается родителем, стабильным родителем, который держит тебя за руку и говорит: я там был, я знаю, через что ты проходишь, у тебя все получится. Когда твоему ребенку плохо, закрой рот, открой объятия. Друзья, ну как вам понравился предыдущий подкаст? Для того, чтобы кайфануть от сегодняшнего, нужно посмотреть обязательно подкаст, который мы записали с доктором Анной Прохоровой. И как сиквел и продолжение темы мы также пригласили нашего врача Айжан Галымовну, эндокринолога, и будем разгонять сегодня все темы, связанные с детским мозгом, с его эффективностью, задержками. И самое главное, это вам в дар к подготовке к госэкзаменам, к завершению учебного года, потому что все на низком ресурсе летят, детей надо поддержать, и в этой связи мы вышли втроем для того, чтобы поговорить с крутейшими специалистами. Напомню, что Анна Прохорова — это доктор медицинских наук, основатель клиник, врач-невролог, которая щедро делится, насыпает советы, практические советы, обоснования, как и почему работать с мозгом сегодня ребенка. Добро пожаловать, весна. Добрый день. Асель, очень рада быть снова в вашем подкасте. Анна, очень приятно с вами познакомиться. Взаимно. Я рада. Ну что, ныряем сразу в тему. Есть такая компания, которая называется Джускрх 140. Все родители мечтают, чтобы их дети выбили экзамен на 140 баллов. И это цель, которая настолько захватывает ум родителей, что они готовы положить на это все. То есть дети в стрессе сидят, сейчас готовятся к экзамену, прямо в моменте, потому что апрель наступил, да? И как мы можем поддержать наших детей? С чего начать? Мы уже говорили, там, питание, сон, вот такая база. А именно вот что происходит с мозгом перед экзаменами? Как мы можем его разблокировать на максимальную эффективность? Ну, на самом деле, с точки зрения неврологии, нейробиологии, там происходит высочайшего уровня стресс, высочайшего уровня напряжения и очень сильный страх совершить ошибку. Очень сильная история про то, что мои родители будут мной недовольны, и я не оправдаю ожидания мамы, папы, семьи, там, классного руководителя и так далее. И это все, естественно, очень сильно просто заливает мозг ребенка стрессовым бульоном, снижается параллельно иммунитет, что опять-таки можно видеть по количеству обострения хронических заболеваний, различных невротических историй у ребенка. Даже НРС может обостряться, то есть ночное недержание мочи, именно в результате вот такой вот огромный стресс-нагрузки. Поэтому, безусловно, очень важно дать родителям понимание, что и как можно сделать, но сначала объяснить, что происходит. Да. А что происходит? Вообще все гормоны, нейромедиаторы, нейропептидами у нас дирижирует гипоталамо-гипофизарная система. И она дает указания. Гипоталамус, он может самостоятельно выделять гормоны, нейромедиаторы, а также через гипофиз. То есть дает задание гипофизу. Гипофиз через свои гормоны, он регулирует надпочечниковую систему, щитовидную систему, яички, яичники, и дает указания, что делать, например, да? Для того, чтобы гормоны правильно выделялись, нейромедиаторы правильно выделялись, нам нужно, чтобы у нас было здоровье мозга прежде всего. То есть нам нужно, чтобы не было никаких гипоксических заболеваний, то есть никакой анемии, никакого кислородного голодания, для того, чтобы мозг правильно решал, думал, размышлял и давал указания ребенку.
То есть первое – это отсутствие гипоксии должно быть у вашего ребенка. Отсутствие кислородного голодания. Что значит кислородное голодание? Это банальные анемии, которые мы сейчас как бы очень часто видим в анализах у детей. Практически каждый второй ребенок, будь то это девочка, будь то это мальчик, все равно они у нас в дефицитах. Почему это происходит? Потому что у них у всех нездоровые кишечники. То есть за счет того, что плохо едят, плохо перекусывают, сидят в гаджетах, все вот эти вот системы, соляная кислота, желчные кислоты, ферменты поджелудочной железы вырабатываются совершенно неправильно. И, соответственно, у них микрофлора в кишечнике нарушается, всасываемая способность нарушается, и мы приходим к дефицитам. И, соответственно, мозг нам выдает неадекватное как бы поведение и вообще неадекватное даже усвоение информации происходит не на том уровне, как бы хотелось бы. Мозг, потому что занят другими вещами, наверное. Мозг на самом деле чувствителен прежде всего к двум показателям. Это уровень глюкозы и уровень кислорода. Поэтому история про хроническую анемию, она очень важна. Безусловно, кислород доставляется именно молекулой гема, который образует тот самый гемоглобин, то есть транспортная молекула. Если этих молекул недостаточно, то сколько бы вы ни дышали условно свежим воздухом, этот воздух просто не будет доставляться по назначению в нужном количестве. И, кстати, вот здесь очень важный тоже я хотела бы отметить момент, когда идет подготовка к экзаменам, 24/7 ребенок сидит и готовится, и мама говорит: туда не ходи, на улицу не ходи, сейчас не время, потом погуляешь. Очень важно для того, чтобы хорошо работал мозг, давать физическую активность через тело. Поэтому прямо в расписание важно вставить, освободите ребенка от всех домашних дел, освободите от чего-то другого, но в расписание вставить физическую активность, элементарно побегать, походить с ним, то есть возьми своего ребенка за руку, выйди, пройди с ним там вокруг дома. И это уже дает возможность мозгу и переключиться, и добрать еще тот кислород, который помимо гемоглобина тоже крайне важен. Но самое главное – переключение нейросетей. Когда мы идем думать ногами, информация, попадающая в мозг, усваивается лучше, потому что уровень стресса снижается. А вторая история про глюкозу, то есть показатель, да, первый кислород, вторая глюкоза. Это не про те конфеты и супервкусные сладости, которые мама подкладывает ребенку, чтобы для работы мозга нужен же сахар. Как раз-таки нет, рафинированный сахар крайне вреден для мозга. Потому что, посмотрите, в природе, где вы видели суперсладкие фрукты? В природе нет рафинированного сахара, там все очень дозировано. Так вот, здесь очень важно правильно выстраивать маме, это мамина задача, выстраивать ребенку, который готовится к экзаменам, правильный стиль питания. То есть вот это прям очень важно. И добавлять то, что поможет этому питанию лучше усваиваться, учитывая, что да, можно прекрасно кормить, но работа кишечника, которая не позволяет всасываться этим веществам, по тем или иным причинам тоже, конечно, вредит. Окей. Из таких вот практических вещей, вот мне хотелось бы, мы готовились, я читала статью про нейровоспаление, да, то есть это сейчас огромный фактор, про который как бы мы мало говорим, и хочется еще раз эту тему поднять, что мозг современного ребенка сегодня часто отечный, да, но это не такой отек, как вот там сейчас все будут смеяться, что она говорит, а такой слабо отечный из-за огромного количества гистамина и огромного количества аммиака, потому что все-таки вот эта вся микробная масса в кишечнике, она продуцирует аммиак в огромном количестве, и мы видим таких детей. То есть понятно, что у них как-то не работает глимфатическая система, то есть если они еще не спят ночью, у них не идет отток, да, плюс у них аллергические реакции, и вот они такие немножко затуманенные дети. Ребенок в тумане, да, ребенок в тумане. Что это с этим делать? Давайте с вас начнем, потому что я вижу прям больная ваша тема такая, да? Да, наверное, это наша клиники тема, детей, да.
очень рада, что у нас появился тест на аммиак, и мы повально сейчас смотрим всем деткам аммиак, и у нас очень такие огромные цифры выходят, порой мы даже сами удивляемся, как этот ребенок вообще существует. То есть он, в принципе, они учатся, они ходят в школы, но при этом это все такое вот на низком уровне получается. Не всасывают просто. Не всасывают, потом родители возвращаются, приходят и говорят, что вот у нас такой колоссальный сдвиг пошел, он начал общаться с друзьями, с детьми, очень хорошо подтянулись уроки, вот, и мы видим такие вот хорошие результаты за счет этого снижения, за счет этого уровня аммиака. Дело в том, что у нас повально, за аммиак я могу сказать, что это вот такой токсический продукт азотистых соединений, но зачастую у детей за счет кишечной микробиоты, то есть за счет того, что плохая микробиота в кишечнике, она выделяет огромное количество аммиака, и организм ребенка не выводит вот эти вот все вещества. Он идет в мозг, затуманивает, и появляется нейровоспаление, как вы сказали, Асель, нейровоспаление, и мы с этим, когда работаем, сразу наступает ясность ума, ребенок адекватный становится, маленькие детки, они становятся более, не подвергаются истериям, плачу, там, необоснованным. Хорошо спят, хорошо едят, прекращаются истерики. Поведенческие нарушения, такой стимул, прежде всего. Получается толчок в развитии. Мы же не говорим, что вот когда мы говорим у себя в клинике запуск речи, мы имеем в виду, что мы создаем контекст для запуска речи, а вы там уже с логопедами, с специалистами дорабатываете, но ребенок готов, он готов сидеть, его мама не держит на стуле, на аботерапии, там еще что-то. То есть фокус внимания становится лучше, поведение становится лучше, гиперактивность уменьшается, контакт появляется. А вы используете какие-то особые протоколы по уменьшению уровня аммиака? У нас есть свои протоколы, уже мы их совершенствуем в зависимости от пациента, в зависимости от возраста пациента, потому что все-таки аммиак — это такое токсическое соединение, которое очень сильно влияет на усвоение белка. А белок — это у нас и дофамин, и серотонин, и все вот эти вот продукты, которые стимулируют биоактивные вещества, которые стимулируют головной мозг ребенка. Соответственно, мы улучшаем именно вот белковый обмен, скажем так. Да, у нас есть свои протокола, и они хорошо работают. Показали результаты. себя просто прекрасно. Как минимум, проверьте аммиак. Первое время, помните, Айжан Галымовна, мы думали, что у нас прибор сломался, мы его на докалибровку отправляли, потому что мы не верили, что могут быть такие показатели. Связывались с поставщиком. С погрешностью приборов. Думали, это погрешность приборов, потому что каждый второй ребенок, который к нам заходит, это не банальная причина. Где аммиак и где ребенок, который плохо учится в школе, да, как бы и раньше родители этого не связаны, но мы начали бить во все колокола, и в Казахстане мы, наверное, первые, кто начали об этом говорить. И нереально, это же токсичный газ NH4, который очень проходит быстро гематоэнцефалические барьеры, создает такие слабые отеки мозга. Плюс, если еще ребенок гистаминовый, да, то есть что такое гистаминовый ребенок? Вот расскажите, пожалуйста, это вот такие тоже детки. Да, полуаллергичные. Полуаллергичные. Гистамин, это у нас, получается, они хранятся. Это тоже такое соединение, которое хранятся в тучных клетках. И, получается, запускает нам аллергическую реакцию. То есть порозность сосудистой сеточки, появляется отечность. Да, отечность. Вот это вот тоже затуманивание мозга происходит. Как эндокринолог могу сказать, что затуманивание мозга и отек мозга может происходить за счет высоких сахаров тоже. То есть просто ребенок поел, просто взял и натощак съел огромное количество углеводов, тоже пойдет отек мозга, тоже будет туман в голове, отек мозга. И мы сейчас ставим мониторинги глюкозы, Либра или метрониковские, и видим такие скачки сахаров, которые даже при нормальных иногда бывает, там просто ребенок съел, скажем так, рис, например, белый рис без клетчатки, например, тоже высокий сахар появляется. То есть, ну, это больше, конечно... Но это больше тоже к вопросу чувствительности рецепторов, да, потому что дети, если ваш ребенок гиподинамичный, такой мышечная масса слабая, мало двигается, такой, конечно, он не сможет даже столько утилизировать глюкозу. У него рецепторы не прочищенные, третий, четвертый рецепторы, они же в мышцах находятся, да, но они нужны нам для утилизации глюкозы. Ну, собственно, глюкоза, вернее, мышцы и мозг —
это два конкурента за глюкозу. Да. Два Да. самых главных конкурента за глюкозу. Поэтому, когда мы активно работаем телом и мышцами, мы не можем в этот момент принимать каких-то важных таких аналитических решений. Мы либо бежим, либо соображаем. Поэтому это тоже очень важный момент. И, кстати, может быть, поэтому пересматриваются сейчас даже протоколы завтраков. То есть, если раньше мы говорили о том, что ребенку вот нужно какую-то кашу, прям вот такой вот углеводный, сладкий завтрак, то сейчас больше в сторону белков. И для больших групп детей мы пересматриваем эту историю. Как раз-таки с этим вполне возможно это тоже связано. Мы всем деткам запрещаем каши есть по утрам. Особенно манную. Да, мы переходим на белковую пищу, белково-жировую пищу для того, чтобы мозг питался именно жирами и белками. Но вот, знаете, очень интересно, самая большая такая дофаминовая бомба для мозга, которая вызывает срыв просто дофаминовой системы, и вот для мам это тоже очень важно, это когда мы сочетаем жирное и сладкое в одном блюде. Потому что источники глюкозы это, вернее, источники энергии для мозга это глюкоза и это жир. Ну, то есть это второй путь выработки глюкозы, да, и опять-таки эволюционно, когда мы видели что-то жирное или что-то сладкое, нас поощряла природа за это дофамином, чтобы мы это поймали, съели и обеспечили себя энергией. Раньше же человек не доедал, голодал всегда. Да. И в природе, заметьте, нету того, чтобы жирное и сладкое было в одном коктейле. То есть если фрукт сладкий, он никогда не будет жирным. Если мясо жирное, оно точно не сладкое. А у нас сейчас что? Да, вот наши вещи, которыми мы кормим детей, это очень часто сочетание жирного и сладкого. И это дофаминовая бомба, которая просто настолько срывает самоконтроль у ребенка, что он не может очень долго концентрироваться на том, что важно. Поэтому вот это тоже очень интересный момент. Получается, дорогие мамы, ваша задача это обеспечить режим дня, режим сна, питание для того, чтобы ребенок мог базу. Это вот база, это в пирамиде. А теперь мы заходим уже в зону эффективности, да. И зона эффективности это уже такие лайфхаки, как ребенка. Вот смотрите, приведу пример. У меня сын старший, он профессиональный спортсмен, и каждый раз, когда он выходил на соревнования, он сливал игру. Ну, то есть каким-то образом мы не могли раньше управлять его стрессом. Он настолько перегорал, и в спорте есть такое понятие, да, слить игру, это когда ты сильно перестрессовал, переживал, всю ночь не спал, и, что выходя на ринг или там на соревнования, ты просто уже все, у тебя нет энергии, кортизол весь истощился. Да. Вот здесь какие лайфхаки можно, чтобы он до экзамена не слил экзамен? Вот этот вот пиковый кортизол, который идет за сутки до. Ну, здесь опять-таки история про то, что сидеть до полночи и повторять какие-то тесты точно не нужно. Вот до 9 почитали, и даже если маме кажется, что ребенок ничего не запомнил, ничего не выучил, мама же очень часто начинает нагнетать обстановку, давай еще раз повторим. То есть вот в 9 часов все спать. Ну, то есть, по крайней мере, убирать все экзаменационные моменты, все вот эти вот конспекты просто убирать. Переключить ребенка. Просто переключить ребенка, опять-таки походить, погулять, то есть через кортизол через ноги в землю, да, и очень прохладная температура в комнате должна быть, 21-22 градуса, где ребенок спит. Вот очень важно, то есть доступ кислорода обеспечить того же самого и низкую температуру. Вот это очень важно. Это очень круто. Важно. И прям гаджеты все за 40 минут, за час до сна убрать, потому что, опять-таки, когда ребенок перед телефоном, неважно, это планшет, телефон, телевизор, компьютер в комнате, любой свет поднимает уровень кортизола. Да, то есть у нас же кортизол, по идее, в светлое время суток должен быть. Поэтому убираем все источники света. 21-22 градуса в комнате, блэкаут, прям вот эти вот, если там фонари светят или что-то, прям закрываем или шторы. Масочку. И, не любой ребенок будет спать, но тем не менее девочки, может быть, и будут в этих масочках спать. Да, мальчики. Да, это, кстати, даже мама может какой-нибудь придумать ритуал, что это какая-нибудь счастливая маска, после которой точно ты сдашь экзамен. Ну, мама же любит придумывать такие всякие волшебные штуки. Вот. Так что здесь это все работает именно на то, чтобы естественными
способами снизить уровень кортизола. Прям не нагнетать обстановку, давай повторим, а вдруг там ты что-то не запомнил. Потому что все, что ребенок, вот с чем он ушел ночью, последняя мысль, с которой он заснул, это первая мысль, с которой он проснется. Вот это очень важно. И знаете, еще вот как невролог с 30-летним стажем, мне очень важно такую мысль донести. Ребенку очень важно знать, что мама примет его любой результат. Да, поддержка. Мама примет его любой результат. Ну, не сдашь ты в этом году, но ты все сделал для того, чтобы это случилось. Ты очень старался. Значит, будем на следующий поступать. Жизнь не кончилась, из семьи тебя не выгонят, отказную я от тебя не напишу. То есть понятно, что это не за один день делается. То есть изначально мама должна... Это ощущение, трансляция. Вот это ощущение безопасности, что я могу вернуться домой, даже если я что-то неправильно написала, потому что есть такое понимание у мозга, оптимум мотивации. Чем сложнее задача, тем меньше нужно через стресс на нее фокусировать внимание. Это называется золотой оптимум мотивации, потому что чем задача, скажем так, находится в более длительном временном промежутке, чем она более значима для человека, тем меньше нужно по этому поводу нагнетать стресс. То есть другие должны быть источники мотивации. Потому что чем больше мы зажимаемся, чем больше мы нервничаем, тем больше, естественно, вырабатывается того же самого кортизола, тревожности. И, конечно же, в час X мы просто смотрим на бумагу и видим белый лист и не можем ничего написать. Да. Это как раз про захват амигдалы, да? Да, угон мозга амигдалы, да. Да. Когда мне задали этот вопрос, я выпала из жизни на 3 дня, и когда вернулась, я поняла, как работает мой мозг. И это был очень простой вопрос, который звучит так. Ты в течение дня на события, людей и все, что происходит, реагируешь или наблюдаешь в спокойствии? Кажется, что это больше психологический вопрос, но этот вопрос напрямую связан с биологией мозга. Дело в том, что вот эта штука, неокортекс и корковые процессы, кора головного мозга, ей всего 3 миллиона лет, не более 3 миллионов лет. И наша древний мозг, лимбическая система, которая отвечает за выживание, ей 250 миллионов лет. Можете себе сравнить 250 миллионов лет и 3 миллиона лет? Вот эта штука, она совершенно новенькая. И она как раз-таки, кора, не справляется сейчас с тем уровнем стресса, потока информации, задач и внешних стимуляторов. И, соответственно, все больше начинает, как мы говорим, пробивать лимбическая система, которая отвечает за 3 функции: бей, беги, замри. И если ты всегда на все реагируешь, и тебя все бесят, подрезают, все триггерят, ты тревожишься, беспокоишься, то, скорее всего, ваша кора, корковые процессы не согласованы, и они нуждаются в том, чтобы их подтянуть, как мы говорим. Поэтому мы работаем с группой московских нейрофизиологов, которые соединяют психологические и физические процессы для того, чтобы дать нашему мозгу расцвести во всей своей красе, новому мозгу, чтобы у вас работал аналитический центр, обработка информации, спокойствие, креативность, творчество, когда вы можете на одну задачу видеть 5 решений, не одно, непривычное, когда у вас появляются новые сценарии жизни, когда вы можете принять правильное решение, а не решение в стрессе. И это очень красиво, когда мы видим, как у наших уже прошедших терапию пациентов открываются новые возможности, и они начинают совершенно по-новому смотреть на жизнь. А она прекрасна, когда вы работаете из коры головного мозга, а не из выживания. И на эти процессы никак не влияют ни деньги, ни то, где вы живете, как вы живете. Вы в ипотеке или в собственном доме, в аренде, или собираетесь только покупать жилье. Внешние процессы не могут влиять на внутренние реакции. Все наоборот. Это внутреннее состояние, когда у коры большие возможности, потенциалы, тогда все видится совершенно легким и простым. Вас выселяют из арендованной квартиры? Окей, у меня есть разные решения. Вас подрезают на улице, вы говорите:
Так бывает. Вас ничего не триггерит. И это, мне кажется, самый лучший эффект этой терапии. Следующий приезд нейрофизиологов намечается в июне. Я советую вам пройти как минимум нейродиагностику и понять, где находится ваш мозг, какие процессы преобладают. И все это гармонизировать вместе с группой ученых. Записывайтесь в ссылке под этим видео. Получается очень много вот во время экзаменов, именно госэкзаменов, ребенок все тесты сдает, пробные тесты сдает на высокие баллы, и именно на вот этих вот госэкзаменах он сдает там на 50, там, ну, в общем, очень низкий балл. Почему? Потому что происходит амигдала, это такой вот этот мозг, в миндалевидном теле вырабатывается огромное количество нейромедиаторов, которые обходят кору головного мозга, как вы говорили, и у нас рациональное решение человеком не применяется. То есть он все забывает, у него чистый лист, и он, получается, неадекватные действия. То есть раньше, когда мы учились, там были диктанты, контрольные, и вот когда отличники на медаль, которые идут, они вот во время экзаменов сдавали на 2. Это вот как раз-таки захват амигдала. И для чего это надо? Для чего мы это говорим? Для того, чтобы вот как раз-таки, опять с точки зрения кислородного голодания, чтобы мы должны питать мозг до экзаменов, максимально дать ресурсы мозгу, чтобы он нам не выдал вот такие вот схемы. Круто, классно. Ну вот, допустим, я мама, и давайте накидаем практических советов, да. И я могу просто как мама, которая изучает эту тему, сказать, что моему ребенку классно помогают дыхательные техники. То есть конкретно ребенок подбегает, и я начинаю, допустим, сейчас уже детей обучать, и вот у меня дочка бежит и говорит, и я говорю, доча, вдох-выдох, вдох-выдох. И они говорят, нет, ты подожди, я тебе хочу сказать. Я говорю, вдох-выдох. И если вы за месяц начнете быть такой врединой мамой, которая так делает, то у вас уже дети будут знать, у них на уровне тела будет натренированность, что когда идет вот такое высококортизольная высокочастотная история, ты дышишь только вот так, как собака, то тебе нужно вдох-выдох делать. То есть они к любой задаче подходят с вдохом-выдохом, вот как вы говорите, квадратное дыхание, потом, оно позже еще заходит, да. Затем вот ритуалы, мы говорим, да, которые работают, ты даешь какой-то, вот я, допустим, дала такой лунный камень дочери и говорю, этот лунный камень заряжен, это наш с тобой только секрет, все, ты просто сложи все свои страхи сюда и заходи там на экзамен, да, тоже помогает ритуализация, но там магическое мышление чуть-чуть опасно залететь, да, и ничего не делать. Но здесь уместность и про то, что мы не ставим это магическое мышление в центр всего, но при этом это помогает просто перенести тревогу. То есть уменьшить уровень тревоги. Напряжение снимать. Конечно, то есть у меня есть что-то, что меня там поддерживает. У кого-то это молитва, у кого-то это какой-то там волшебный камень от мамы, у кого-то это какой-то там счастливый платок. То есть это все абсолютно считается. То есть не нужно просто никаких перекосов чрезмерных, но если это работает, почему нет? Понятно, что если ты не готовишься к экзаменам, никакой камень тебе не поможет. Да. То есть главное, мы ставим подготовку к экзаменам. И здесь, кстати, вот то, что вы сказали насчет дыхания, очень классно работает дыхание по йоговскому принципу, которое тоже успокаивает. То есть мы зажимаем одну ноздрю, дышим одной ноздрёй, да, 2 минуты или 1 минуту, потом зажимаем другую ноздрю и дышим другой ноздрёй, то есть поочередное дыхание. Это тоже очень-очень хорошо. Во-первых, ты держишь пальцем, у тебя внимание идет на телесные ощущения, и потом вот эта вот необычная история, что не 1 и 2, очень хорошо фокусирует внимание на теле. И очень спускается, опять-таки, на достаточно низкий уровень ваша тревожность. И есть очень смешная, знаете, какая, обращали внимание, что когда мы все нервничаем, зачастую кто-то там начинает грызть что-то, вот там ручку или там карандаш. Это классная техника для снижения кортизола на самом деле. То есть прям грызть палочку, она так и называется. То есть вы берете, какую-то там, это может быть опять-таки какие-то сухарики, то есть вот которые вы грызете именно вот прикладывая усилия. Какие-то такие вот снеки полезные, да, опять-таки медленные углеводы там могут быть, либо это прям вот какая-то палочка, да, или вот прям колпачок ручки,
ради бога. То есть, когда мы жуем, когда мы вот с усилием грызем, что происходит? Мозг понимает, раз она кого-то ест, значит, ее никто не ест. Да, Мы не умираем. Да, то есть у нас в природе как? Мы либо вкусные, либо сильные, либо нас едят, либо мы едим. И когда мы жуем, уже вот на само это движение, во-первых, вырабатывается дофамин, во-вторых, мозг понимает, мы не можем есть в стрессовой ситуации, именно вот активно. То есть раз мы жуем, значит, нас никто не ест, нам не опасно. И вот это вот погрызи палочку, это прям прекрасный способ, вы всем своим детям можете это сказать. Прям я тебе разрешаю грызть ручку, когда тебе нервно. Вот этот колпачок от ручки. Не бойся. Не бойся. Не убирайте ручки. Да, колпачки. или прям кладите какие-то вот такие вот снеки именно полезного качества, которые можно прям для того, чтобы съесть, нужно прям хрустеть ими, прям грызть. Это прям классно работает. Или же та же самая зевота. То есть мы опять-таки расслабляем нижнечелюстные мышцы, которые больше всего зажимаются во время стресса. У нас самые сильные мышцы – это мышцы нижней челюсти, жевательные мышцы. Самые сильные мышцы в организме. И когда идет стресс, они прям зажимаются. У ребенка тоже. И вот именно массаж этих мышц и широкая зевота во весь рот, опять-таки снимает здесь спазмы, дает мозгу понимание, что все окей. Очень классные советы, да? Да. А вот со сфинктерами проблема, если у ребенка. Я заметила, что вот у меня тоже дети, когда они сильно нервничают вот перед соревнованием, экзаменом, у них потом послабление идет. Медвежья болезнь. Да, медвежья болезнь. Я вижу очень много деток на соревнованиях раз, и он не удержался там, и от этого он еще испытывает стыд, и вообще просто там слезы начинаются. Я вижу таких деток, сижу сама на соревнованиях у детей. Это вот работа сфинктеров, когда кортизола уже так много, и в этот момент он начинает отпускать. Как мы поддерживаем? Я своим стала перед соревнованием витамин С давать, и иногда... Магний даем, но не прямо перед экзаменом. Нет, не прямо перед экзаменом. Заранее подготовить надо, чтобы сфинктеры хорошо работали, да? Да. Поддержка надпочечников здесь важна. Мы даем при высоком кортизоле витамин С в больших дозах. Получается, магний это вот в течение всей подготовки, например, там он готовится год, весь год он пьет магний. Потом уже ближе к экзаменам мы прям даем именно вот поддержку надпочечников. Это ашваганда, радиола розовая, это кору надпочечников в маленьких дозировках. У нас есть препарат, который все в одном есть. И мы даем даже деткам, он показан в маленьких дозировках, и он уже будет как бы не будет расходоваться изначально, этот активный чрезмерный кортизол, и он будет его равномерно как бы распределять во время экзаменов тоже. То есть тут поддержка именно сапплементов важна, я думаю. Круто. Значит, если идти, я собираю по подкасту, у нас не должно быть гипоксии мозга, анемии банально, должны быть закрыты базовые режимные фундаменты, это сон, питание и работа, конечно же, с кишечником. И четвертое это сапплементация, поддержка надпочечников, то есть они должны... Вот интересно, истощают ли надпочечники такие вещи, как вот дети сейчас... Как набирать ресурс надпочечников? У нас к нам приходит висцеролог, китайский специалист, который очень хорошо работает еще и с ЦИ почек. Для моего сына, например, иглотерапия, банки мы ставим, он спортсмен, прекрасно работает. Я думаю, для экзаменов это тоже релевантная тема, потому что наш доктор Ануар, он классно ставит иголки, и у тебя ЦИ поднимается, почек, потому что ЦИ почек, это энергия почек, она супер важна во время экзаменов, помимо центральной регуляции. Ну, не зря китайцы говорят, что душа живет в почках. И родовые, энергия рода, оказывается, живет тоже, это твой запас. Интересно. На эту жизнь, да. То есть, если с китайской медицины смотреть, то, допустим, обратитесь к специалисту китайскому в том числе, потому что, например, моему сыну дают согревающие бульоны, уже сваренные овощи, то есть не сырые овощи, потому что сырые овощи забирают, оказывается, ЦИ почек, и в это время лучше перед экзаменами кормить ребенка
вареными овощами, наваристыми бульонами, чтобы накапливать эту энергию почек. Это какая-то диагностика предварительно проводится, чтобы понимать, да? Или прям общий протокол для всех? Лучше, конечно же, со специалистом, потому что нужно понять, что происходит с почками. Вы знаете, настолько у нас специалисты есть крутые, которые приходят ко мне и говорят: ой, вы что, больших денег боитесь? То есть страх же живет тоже в почках. Да. То есть если по психосоматике пойти, то в принципе, если у ребенка огромный страх, то вот ваши энурезы, помните, вы говорили, обостряются, потому что страх глобально живет там. И это такой страх, который в принципе снимается родителем, стабильным родителем, который держит тебя за руку и говорит: я там был, я знаю, через что ты проходишь, у тебя все получится, я знаю, и он дает эту уверенность. Да, эмоциональное контейнирование должно быть, чтобы вот когда родитель умеет эмоционально контейнировать состояние ребенка, когда от того, что ребенок сам нервничает, плачет, переживает, боится, родитель не присоединяется к нему в этих проявлениях, да, точно, а становится тем, кто готов принять любое состояние ребенка. И вот опять-таки антистрессовая история, и которая способствует повышению окситоцина в том числе, а окситоцин снижает уровень кортизола, это просто обнять. Просто обнять и покачать. Да. Потому что я всегда говорю, когда твоему ребенку плохо, закрой рот, открой объятия. Закрой рот, открой объятия. Не нужно сейчас обсуждать, какой он, что он и почему он. Просто дай ему вот эту вот спокойную гавань, что я есть, я большой взрослый, и ты справишься, потому что я у тебя есть, и я тебя люблю любого. И вот это вот ритмичное раскачивание, оно очень успокаивает миндалину, когда мы его так обнимаем и начинаем покачиваться. И ребенка можно научить, когда рядом нету мамы, а пошла вот эта тревожность, вот эта кортизоловая история, просто сам обнять себя вот так вот, крест-накрест, вот так, ну, чтобы просто удобно было рукам, закрыть глаза и просто покачаться из стороны в сторону раз 15-20. Вы увидите, как снизится тревожность. Прекрасно, просто прекрасно. Да. Мы тоже родителям советуем такой вот тоже лайфхак. Мы рисуем дом, и получается, ну, мы как бы советуем, чтобы родители сделали вместе с детьми дом, рисуем, потом рисуем фундамент. На фундаменте мы пишем, что я тебя люблю, несмотря ни на что. И потом дом. И потом, получается, мы говорим детям: вот у меня бывают эмоции разные. Я могу сегодня быть в хорошем настроении, завтра в плохом настроении, но это не говорит о том, что я тебя не люблю. То есть всегда смотри на фундамент. И вот такой вот фундамент рисуешь, и ребенку всегда говорим, доча, я тебя люблю, несмотря ни на что. Вспомни фундамент. И вот получается вот такой тоже есть небольшой лайфхак. Заякорить вот эту да, вот заякорить историю. то, что мы любим их в любом случае, даже если они провалят экзамены, даже если они там ничего что-то не сделают. Я думаю, что все-таки вот это снижение значимости этого нам... Да, это вот тот самый оптимум мотивации, потому что когда история про то, что у нас в семье никто никогда не получал двойку, у нас в семье только все профессора, у нас в семье только все юристы, и ты позоришь мою голову, ты позоришь нашу фамилию. Конечно, ребенок, он начинает испытывать жуткий страх, стресс, лишь бы не опозорить, лишь бы меня там не поругали, не изгнали и так далее. Поэтому, безусловно, это не про то, что веди себя как хочешь, я тебя принимаю любым. Вообще нет. Это про то, что есть ты, а есть твои поступки. И даже если вдруг что-то произошло не так, как мы планировали, но никто не умер, и слава богу. Идем дальше, пробуем еще и учитываем все то, что помешало это сделать в этот раз. Я с тобой. Да, и я с тобой. Я с тобой. Я держу там тебя был. за руку. Да, я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Круто. Анна, вы затронули очень интересную молекулу. Окситоцин — это прям наша любовь, потому что мы писали целый подкаст с Андреем Гострым, основателем PreventAge, УОМ, Института образовательной медицины. Это один из ветеранов, папа биохакинга и превентивной медицины в России. И он пишет книгу целую про окситоцин как социальный гормон, как гормон привязанности, контркортизольный гормон, привязанности, социального общения, любви, дружбы, крепких связей. И он там как раз-таки говорил про то, как его клиентам
в подростковом возрасте, когда ребенок отказывается от родителей, у него падение идеалов, падение принципов, когда он обесценивает Бунт все. против всех идет. Да, такой. ну это такой болезненный процесс сепарации. Да. Его, оказывается, можно смягчить, и вот подросткам он дает окситоциновый спрей, мазь, и проходит этот период классно, без турбулентности. Как интересно. Да, и я вот тоже, мы с супругом пробовали, это же еще гормон антиизменщика, Да, то есть да, если, да. если у мужчины низкий окситоцин, у него больше шансов Склонность, изменить Совершенно верно. супруги, то есть это официально научное исследование Да. есть. И вот про окситоцин, если мы поговорим, как вы относитесь к тому, чтобы, допустим, может быть, во время экзаменов поддержать ребенка окситоцином? Но опять-таки это индивидуальная история Да, для каждого ребенка. Если у него опять-таки бунт про все и ко всем, Закрытость. да, закрытость и история, что все враги, учителя враги, родители враги, друзья враги, никто меня не понимает, и вообще я не понимаю, для чего я все это делаю, и никто меня не любит. Вот это, да, история, никто меня не любит, никто меня не понимает. То есть очень важно слышать и слушать, что говорит ребенок, какие фразы. Чтобы, то есть вот фраза ребенка, то как он описывает ситуацию, какие претензии условно он предъявляет, это для мамы очень важный такой маркер, а что происходит в мозге. Потому что через речь мы очень, сами того не осознавая, многое можем рассказать, а что происходит у нас внутри. Поэтому мама должна прям научиться вылавливать эти красные фразы, антиокситоциновые. Да, антиокситоциновые фразы. Меня никто не любит, меня никто не понимает, я не понимаю вообще, зачем все это делать, я некрасивая, я уродина, учителя дураки, ничего да, не понимают. Я одна, все против меня. И вот здесь как раз-таки это может быть большим пазлом решения этого вопроса. Безусловно. Да, то есть там надо смотреть, потому что я как мама такого тоже ребенка и такой ситуации знаю, что тут психолог не поможет, он не дойдет до психолога, тебя он не слышит, третьего значимого взрослого, возможно, вы не вырастили, ну то есть так получилось, и вот он в своей ракушке, ее надо раскрыть, и здесь помогает, кстати, классно окситоцин или эфирные масла. Это вообще бомба. История. Я советую брать на вооружение. Сейчас реклама не конкретной компании, хотя мне нравятся разные эфирные масла. Ну, потому что это же прям через обонятельный нерв заходит прям в мозг. Ну, альфакторно, да? То есть альфактор – это самый короткий способ. Самый короткий способ подействовать на мозг через запах. Самый короткий, самый быстрый, самый эффективный. Поэтому, естественно, посмотрите, когда у нас заложен нос, вот когда мы простывшие, или вспомните ковид, когда у нас заложен нос, и мы не чувствуем запах, помимо того, что он заложен, и там с кислородом начинаются проблемы, а когда мы не чувствуем запахов. Депрессия. Да, то есть начинается изменение настроения, это же напрямую взаимосвязано. Потому что таламус и все, что там вокруг находится, гиппокамп, тут же начинают страдать. Гиппокамп, а рядом там миндалина, опять-таки стрессовые центры и все прочее. То есть это очень, я так сейчас примитивно объясняю, там, конечно, гораздо сложнее все эти истории, но сам факт, когда мы имеем нарушенное обоняние после ковида, сколько историй? Да. Начиная от того, что то самое нейровоспаление, с которым мы до сих пор разгребаем все эти моменты, заканчивая эмоциональными нарушениями, тревожностью, депрессиями, суицидальными попытками. Конечно, если ты не чувствуешь еду и не слышишь запахи. И ты отключен от мира. Ты отключен от мира очень большой частью своей. И многие это не связывают, я имею в виду пациенты, хотя это прямой повод обращаться к врачам. Прямой. Друзья, да, пожалуйста, возьмите на вооружение. Я сама расскажу вам историю. Я не подписана ни в одну компанию, но хочу сказать благодарность специалистам доTERRA. У меня была такая ситуация, что пришлось вызвать одну девочку домой. Она говорит, я вам сделаю неврологический протокол. И вы представляете, а я была на таком пике стресса и не могу спать, и не хочу, я мелатонин не могу принимать там больше 1 миллиграмма, да. И мне нужно было средства, потому что на следующий день надо было выступать. Я ее вызываю, она в 11 ночи приходит, это Дарика из Кыргызстана, привет ей.
и приносит 11 эфирных масел и начинает мне вдоль столба мозга мазать эти масла и проваливает меня по определенному протоколу. Вы представляете, я проваливаюсь в самый глубокий сон своей жизни, вообще когда-либо. Просыпаюсь с ясным умом, с разогнанной речью, знаете, вот такая вот и дофаминовая, и ацетилхолиновая, сфокусированная, конкретная, четкая, летящая. Я говорю: Дарика, что ты сделала? Она говорит: это вот так работают эфирные масла. Вы можете использовать их на супругах, на детях, на себе. И если вам понравилась моя реклама, можете подарить моим гостям протоколы неврологические из 11 масел. Это так просто от души. Реально на мне сработало, и я удивлена. Хочу своей команде, прошу, пригласите, пожалуйста, кого-то из доTERRA. Хочу сделать подкаст про ароматерапию. Нереально круто работает. И сейчас я детям вечером делаю лаванду, и разные комбинации у них есть. То есть вы определенные точки мажете, да? Или они дышат как аромамасло? Можно неврологический протокол делать вдоль столба, можно дышать, можно аромалампу, там оказывается. Потому что я люблю просто вот растереть и прям подышать. Я в дорогу беру мяту, беру лаванду, беру лимон, ну то есть это прям хорошо. Да, лимон прям хорошо прям ферментативную систему настраивает. В общем, очень круто, друзья. Классно. Спасибо. А как деткам медитации заходят? Вот вы записываете какие-то аудиостимуляции. Да, расскажите мы про записываем нейросенсорные стимуляции с моим супругом, потому что мы являемся единственными сертифицированными специалистами у нас, лицензированными, которые могут это делать. То есть влияние определенных музыкальных частот на те или иные участки мозга. Поэтому это работает и с детьми, когда нужно успокоить, или когда нужно простимулировать, или когда нужно сгармонизировать, когда нужно включить те или иные части, ответственные за учебу, за память, внимание и концентрацию. И это прям можно слушать дома. Это работает и со взрослыми, это работает и с беременными, то есть нету никаких противопоказаний, кроме каких-то эпилептических припадков, кроме каких-то острых процессов, идущих в головном мозге. И если это если протокол составлен именно специалистом. Поэтому это не про медитации. Детям это специально записанные музыкальные треки с наложенными определенными частотами, воздействующими на те или иные области мозга. Поэтому это саунд-хилинг такой. Это очень похоже. Да? Это очень похоже на это, да. А то, что касается медитации детей, здесь больше, конечно, истории про то, что мама что-то поет, что-то рассказывает, и даже мама может. И, кстати, у нас вот то, что мы проводим в нашем центре нейросенсорная стимуляция, это Матис, там прям есть протокол с маминым голосом. То есть, когда мамин голос записывает какие-то поддерживающие вещи, и ребенок это слушает. И вот это очень хорошо работает. Вообще классно работает медитация, которая записана мамой. И сейчас, оказывается, да? Есть сказкотерапия, которая еще есть вот специалист, который сейчас записывает книгу для правильно научить ребенка дышать через сказку. Вот это вот я считаю. Да даже знаете, когда мы обучаем, вернее даже не так, когда мы разбираем с ребенком, особенно с ребенком, входящим в подростковый возраст, да, и с младшим школьником, какую-то болезненную для него ситуацию, гораздо проще и быстрее донести до него, как правильно действовать через сказку. То есть мы переносим все действия на главного героя сказки. То есть ребенок это вроде и про него история, но в то же время он там не участвует, то есть он не чувствует себя виноватым, ему не страшно, он не зажат, но при этом мама через этого героя начинает рассказывать ребенку эту ситуацию и рассказывает, что нужно сделать. Ну, то есть вот как он пошел, что он сделал, какие решения принял, что в итоге получилось. Можно привлекать ребенка, как ты думаешь, как лучше поступить там Васе, вот это сделать или вот это выбрать. И ребенок очень хорошо включается со стороны зрителя. Но при этом он понимает, какой протокол действий ему, соответственно, в той или иной ситуации применять. Больше себе позволяет честности через своего героя. Да, потому что, не про него же рассказывают, про Васю. Да. И вот через сказку, сказка – это что-то такое вот волшебное, мягкое, отдельное. И прям сказкотерапия – это потрясающая вещь, правда. Круто. Я уверена, Анна, у вас есть какие-то техники быстрого запоминания.
Дайте нам их. Дайте быстро. Но на самом деле у нас объем операционной памяти ограничен, поэтому когда есть кривая забывания, кривая запоминания, кривая забывания, поэтому когда нам важно какую-то информацию запомнить, ее нужно повторять. То есть это то, что мы не можем изменить. А мнемоника работает? Мнемоника тоже работает. И очень хорошо запоминать ассоциациями, очень хорошо запоминать, когда мы записываем и важные вещи очень так тезисно, да, то есть какими-то тезисами короткими, то есть учить ребенка конспектировать правильную информацию и повторять через определенное время, потому что то, что он прочитал в первый раз, через 20 минут 70% уже мозг рискует забыть. На этом не нужно делать упор, что ты ничего не помнишь, у тебя дырявая голова, а повторить через час, через 3, через 7, через 24. И, соответственно, именно вот это понимание, что давай повторим еще раз, давай сассоциируем, допустим, какие-то иностранные слова, как мы учим, да, язык иностранный, то есть через ассоциации. И то, что мозг за 40 минут до сна потребляет, он в 6 раз быстрее обрабатывает, запоминает. Поэтому важную историю еще можно повторить до сна, но исключая гаджеты, чтобы не было вот этого чрезмерного света, который поднимает кортизол. И самое главное, мозг лучше запоминает, когда мы чередуем деятельность. То есть вот мы что-то загрузили и пошли поменяли деятельность. Потому что если мы 24/7 сидим и учим, наступает процесс истощения, мы ничего не запомним. У нас, вот у взрослого человека, максимум концентрации, который мы можем вообще при самом лучшем своем состоянии реализовать, это 4 часа в день. Да, Хьюберман тоже про это говорит. Причем отрезками в 90 минут, да? Конечно. Поэтому просто зная технические особенности своего мозга, требовать большего, это опять-таки про тот самый оптимум мотивации, что мы поднимаем чрезмерный уровень стресса и напряжения, пытаясь в холостую использовать то, на что мозг не способен. Поэтому, зная наши собственные, не хочется говорить ограничения, а технические особенности работы мозга, понимать, сколько времени мы можем выделить для того, чтобы быть успешными в плане запоминания. И все. Вообще это важно знать, потому что нечего высиживать. Лучше быть более эффективным за короткое время. Сейчас есть в мире есть такой принцип less is more. Да? Меньше равно больше. Это значит, вы просто в правильное место прикладываете свои усилия. Конечно. А вот люди любят себя сейчас дети, подростки пьют кофе. Я заметила это. Starbucks полон школьников и так далее. Как вы относитесь к кофе? Я очень люблю кофе, и я прям любитель хорошего кофе, но то, что касается детей до 18 лет, в силу неустойчивости рецептурных систем, нейромедиаторных систем, вернее, их рецепторов, кофе не рекомендовано прям категорически, потому что когда нету зрелости тех же самых подкорковых структур, тех же самых нейромедиаторных структур, то мы рискуем в X10 получить все побочные эффекты кофе. И чрезмерную агрессивность, и возбудимость, и несдержанность, провалы дофаминовые, опять-таки, потому что кофе стимулирует чувствительность дофамина, рецепторов к дофамину. Вот. А то, что касается взрослых, тоже не всем можно. Да, то есть почему некоторые начинают говорить, вот, вы говорите ерунду, кофе это полезно, кофе не полезно и так далее. Если у тебя, допустим, давление, гипертония, там, тахикардия, аллергия на кофе, нарушен метаболизм кофеина, то, конечно, кофе – это не твой выбор. Друзья, вы поняли, да, что если у тебя есть мозг, то его надо использовать, и использовать по назначению. И самое главное – следить за ним, питать его. Самое главное, чтобы у мозга не было гипоксии. Его нужно питать, не заливать его стрессом и глюкозой. Эффективность вашего мозга зависит напрямую от работы кишечника, от того, насколько вы выводите аммиак из организма, как вы справляетесь с нейромедиаторами. И для того, чтобы работа мозга была на максимальной эффективности, я советую вам пройти сначала чекап, затем разобраться с базовыми вещами, и тогда вы увидите, насколько прекрасен и красив
ваш мозг, какие вещи креативные, творческие он может вам выдавать. Вы просто попробуйте. Мы делали это очень много раз. Наши клиенты чувствовали себя, как будто они вышли из тумана, как будто им помыли мир, как будто им вернули радость жизни, только потому что мы разблокировали мозг для того, чтобы он мог творить. И крепкий зеленый чай тоже не твой выбор, потому что, между прочим, вы знали, да, что и в чае содержится кофеин. Да. Вот, и поэтому, кстати, я дам прекрасный лайфхак, как с помощью кофе повысить свою работоспособность тому, кому можно. Вот, и поэтому кофе мы пьем в первую половину дня, мы не пьем его на ночь. Да, мы не пьем его больше, чем, допустим, 300 мл в день, даже при самой лучшей переносимости. Но то, что касается детей, точно нет. Ну вот точно нет. И да, точно. вообще на самом деле классный есть подкаст у доктора Хьюбермана, послушайте про кофе, это любовь, потому что он рассказывал там историю нахождения кофе. Оказывается, кофе нашли пчелки. И представляете, они потому что летают и опыляют цветочки и устают в какой-то момент, и у них падает фокус, им надо даже цветы искать, кого опылять, да, и у них падает, оказывается, уровень, тоже есть ацетилхолин, и они, значит, находят кофе или растение с кофеином и дальше заново перезаряжаются и начинают правильно, четко садиться на цветочки. И, конечно же, кофе прекрасный, то есть если вы хотите сфокусироваться быстро, то вам нужен ацетилхолин. У нас есть вообще гормон, 4, если вот разложить 4 гормона, то дофамин — это встать и сделать, а ацетилхолин — это сфокусироваться. Каким-то образом я разговариваю с вами, но знаю, что здесь дверь, тут сидят люди, если что, бежать туда, да, и так далее. То есть это такой гормон фокуса. И вот его собирает классно кофеин, прям идеально кофе собирает. Но его, там вот у Хьюбермана есть тоже свой отдельный протокол, когда его пить. Там есть четкая поминутная инструкция, что нельзя пить кофе сразу после пробуждения. Должно пройти ровно 90 минут. Почему? Потому что за это время вы из организма выведете аденозин. Потому что это же АТФ, потому что у него есть афинность к фосфатным рецепторам. И поэтому вы, когда если за ночь не выспались, то вы клиренс идет аденозина, и тогда ему не к чему, условно, он не забивает. Они за одни и те же рецепторы. То есть да, они за одни и те же рецепторы они конкурируют. Поэтому, когда вы уставшие и пьете кофе, лишь бы не чувствовать усталость, то как раз-таки это самообман, потому что как мы чувствуем, что мы физически устали, у нас поднимается уровень аденозина. Да. А если, как мы понимаем, что он поднялся, рецепторы им забиты, а если рецепторы заняты кофеином, то, естественно, мозг не понимает, что мы устали. Да. И мы в итоге теряем огромное количество энергии и вообще превращаемся в амебу. Да. И потом до выработки следующего пула аденозин, потому что у тебя же ты руку поднял, у тебя один фосфат, у тебя аденозин 3 фосфата. И вот один фосфат оторвался, ты поработал, подумал, еще фосфат оторвался, третий, все, у тебя аденозин голый остался, и ты должен идти спать, восстановить АТФ свой. И вот именно за 9 часов до сна начинается этот процесс, и, соответственно, за 9 часов до сна нужно остановить прием кофе. И получается, вы попадаете в эту тонкую грань, когда вы можете принять кофе через 90 минут после пробуждения, но за 9 часов до сна, и это для меня это, например, 11 утра, все, ни позже, ни раньше. Но только после завтрака, да, получается, натощак. Ой, натощак нельзя. Про это он не говорит, это не суть важно, он говорит, что главное не с молоком, потому что это должна быть чистая горечь. То есть если вы пьете кофе с молоком, то это еда, потому что там уже есть жиры и так далее. А если вы пьете чистый горький кофе, то это еще и кайф для печени, да, стимуляция желчи. Но еще есть серотонин, это получается гормон вовлеченности. Мы тоже должны его подстимулировать, когда ребенок обучается, запоминает все это. И норадреналин тоже он участвует в запоминании именно через эмоции. То есть он пишет и там вспоминает. Ну, у нас есть же такое, то есть мы вспоминаем песню, слышим, и тут у нас ассоциация с этой песней. То же самое ребенку нужно так ассоциативно с эмоциями связать. Это тоже у нас гормон норадреналин отвечает за это.
А как вы относитесь, моя любимая нейропсихолог Гульбершен у себя давала совет сжимать эспандер Да, кстати, классно. для активации голубого пятна. Вот если бы вы прокомментировали это, потому что там в исследованиях написано, фактически через 3 недели ты становишься умнее, если долго удерживаешь эту изометрическую систему. Весь вопрос в том, что голубое пятно, последние исследования, опять-таки, говорят о том, что он связан с синдромом выученной беспомощности. И когда мы контролируем какое-то конкретное действие, что мы можем контролировать его процесс, его силу, его длительность, то мы, в принципе, понимаем, наш мозг понимает, что мы можем контролировать ситуацию. Круто. То есть, что такое становишься умнее, когда ты принимаешь, когда ты становишься хозяином своих решений, когда ты понимаешь, что да, я могу это решить. Это не значит, что я могу решить с первого раза, но я в состоянии это решить в принципе. И ты не боишься делать ошибки, потому что ты понимаешь, что ты контролируешь ситуацию, и у тебя получается. То есть очень важно давать понимание своему мозгу, что у меня получается. Классно. Мы сыну купили эспандер, кстати, он у нас на соревнованиях с эспандером. Но просто он вот так его дергает, а там надо удерживать его. Конечно, чтобы... то есть удерживать, то есть я контролирую ситуацию. Я контролирую ситуацию. И даже когда, допустим, наступает какая-то совершеннейшая безнадёга, в нейропсихологии, в нейрокоучинге мы применяем очень простую технику, когда человеку кажется, это, кстати, и для детей, и для взрослых работает, ничего не получается, ничего не могу, но какая-то я, вот все как-то не так, и ничего не получается, все валится из рук. Вот просто сесть, да, вот сесть, допустим, на стул, на диван, неважно, да, и сказать, я могу, и в это время встать. То есть ты же можешь встать. Да. То есть когда это принцип тот же самый. То есть когда ты что-то делаешь, то, что у тебя точно получается, и очень простое, и понятное, и заканчивающееся результатом, и при этом говоришь, я могу. Я могу. И вот эта вот сцепка смысловая через речь, через действие, да, очень четко дает мозгу понимание уже внутреннего такой уверенности, что да, я контролирую ситуацию. Вообще прекрасно. А как рано можно обливаться ребенку? Сейчас все обливаются, вы видели? Все делают айс-планджинг. Я приехала в Дубай, там, по-моему, даже в нейл-салоне стоит бочка со льдом, все туда окунаются. И вот спрашивая дипсик про айс-планджинг, он говорит, что это единственный метод, который стабильно удерживает в течение 24 часов дофамин без падений. Это не может сделать ни шоколадка, ни кокаин. На самом деле это полуправда. Полуправда. Потому что дофаминовая система так устроена, что за любым подъемом будет спад. Вопрос в уровне этого спада и в уровне этого подъема. Да, такой. Поняла, да, вот, коррекция. Поэтому будет ли это вот такая синусоида или будет это более-менее волнообразная история, но за любым всплеском есть спад. Мы так устроены технически для того, чтобы нам хотелось повторять делать то, что приносит нам результат. Иначе он высокий дофамин, и все это. Да, высокий, потом спад и так далее. Поэтому у нас сейчас у всех сломанная дофаминовая система за счет этого легкого дофамина. А вот эта вот холодная история, во-первых, это снижение стресса, помните, я говорила, да, руки под холодную воду, лицо умыть холодной водой, плюс это выработка норадреналина, то есть вот вы под холодную воду, это норадреналин или под холодные там кубики льда, это повышение уровня серотонина в том числе, то есть мы увеличиваем свою толерантность к несчастью, к действиям внешней среды. Но, опять-таки, помните, я тоже говорила о том, что когда мы вводим что-то новое, для мозга безопасное соотношение – это 10% от известного. То есть новое должно занимать не более 10% от уже известных ему алгоритмов для того, чтобы он не впал в такую революционное сопротивление. Поэтому то же самое закаливание нужно начинать очень постепенно. И вот как врач я просто обязана предупредить, что если у человека есть нарушение сердечного ритма,
Если у него есть склонность к гипертонии, ему любые обливания холодной водой крайне противопоказаны. Так же, как и сауна в виде перепада вот этой температуры, сначала горячая, потом резко в холодный душ. Так что если есть вот эти моменты, тоже прям в медицине как, да, вот все есть яд и лекарство. Все есть яд и лекарство, поэтому очень важно, ну, иметь некое критическое мышление. Благодарю. Мы хотели поговорить про дополнительные, понятно, омега, бэшки там и так далее, кишечник, питание, мы про это поговорили. Но такие надстроечки классные. Представляете, когда в прошлом году Владимир Фокин, обожаю его, он же психиатр, сам нейробиохакер, и вот он создает сейчас пептиды невероятного качества. У него кремы пептидные в России продаются, и он создал несколько еще миксов, которые мы пьем, мы очень любим его миксы в Метабаде. И вот у него есть один микс, который работает именно на снижение, на улучшение как раз-таки когнитивных свойств во время стресса. И у меня реально сын ходит на экзамены и говорит: мама, все там нервничают, трясутся, а я спокоен. Прям вот есть такой пептид, VIP-пептид и микс 55-й, да? 55-2, да? С пионом, со спорами рейши и пионом. И они прекрасно работают на успокоение в моменте. Можете попробовать, ребята. Возьмите его себе. Микс 55 продается у нас в САУ-аптеке или в Метабаде есть. Он достаточно недорогой. Отлично работает. Ну, пион очень давно использовался. И корневища пионы использовались в именно седации. Именно в но не такой была седация, нет, сконцентрированный, да, чтобы ты не был овощем, но при этом был в очень таком нейробалансном состоянии. То есть пион это прям даже со времен Авиценны, то есть если посмотреть, это действительно доказанная история про то, насколько можно управлять вот этим вот стрессовым выбросом. Это да. Прекрасно. И есть у него классный крем, сейчас вышел, VIP, пептид называется, который работает как дезассоциатив. Как интересно. То есть, когда ты смотришь, дай мне, пожалуйста, мой телефон, когда ты смотришь на себя со стороны, то есть включение наблюдателя, которое нам так нужно. То есть ты не суетишься, а прям конкретно сидишь, пишешь, допустим, экзамен, но при этом ты сфокусирован, спокоен и наблюдаешь за собой. И резилиентный такой. Резилиентный. Да. Надо нам познакомиться с вашим Фокином, я бы с удовольствием прям пообсуждала. Это любовь. Я вам сейчас зачитаю. Просто я очень люблю Владимира и советую вам на него подписаться, он классный. И вот, пожалуйста, вам про вот этот вот VIP-пептид просто выжимку зачитаю, чтобы вы знали, друзья, какие гениальные вещи он делает. Они абсолютно разрешены, продаются в открытом доступе. У них есть фармзавод, да, или какая-то лаборатория? Это не фармпрепараты, он создает их как косметический крем, но при этом это функционально работает. Ну, еще хочу рассказать, что во время, при подготовке к экзаменам мы должны заранее подготовиться. То есть не так, чтобы за месяц, а за год. Мы даем вот эти вот сапплименты, закрываем все дефициты, добавляем магний мозговой, то есть эльтрионат магний мы любим. Потом обязательно закрываем бэшки. То есть витамины группы В, они могут быть даже на протяжении нескольких месяцев даваться в маленьких дозах, в принципе. Потом очень мы любим грибы. Это вот ежовик гребенчатый, мы его любим и даем детям для концентрации внимания и для усвоения материала. Ну, еще и эльтианин тоже применяем. Но база это всегда у нас вот это вот закрытие сапплиментов, отсутствие аммиака, отсутствие скачков сахара, гистаминовые дела тоже убираем максимально. Ну, то есть мы четко знаем, когда у ребенка дата экзамена, и так же, как САРПУ собираем, вот точно так же мы заранее четко выстраиваем план действий, что, когда, во сколько мы ребенку даем. Потому что очевидно, что за день или за неделю или за месяц мы не сможем создать ту базу,
биохимическую, метаболическую, которая обеспечит ребенку максимально возможный успех при всех его прочих талантах. Да. И мы не убираем физические нагрузки. Однозначно. Вот это вот такая большая ошибка родителей. Они хотят, чтобы ребенок сконцентрировался, но так не подходит, получается. Пока мы не улучшим кровообращение, лимфообращение, микроциркуляция в головном мозге будет все равно скудной. И, соответственно, мы добавляем, наоборот, плавание, пожалуйста. Вот отучился, поплавал, потом сон, как вы говорите. То есть мы вот физическая нагрузка и сон – это то, что прям вот 3 кита питания: физическая нагрузка и сон, если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, успешными и так далее. Потому что это элементарно не только улучшение доставки кровотока, кислорода и так далее. Это про переключение нейросетей и более эффективную работу мозга. То есть когда мы переключаем фокус внимания с умственных нагрузок на физические, это переключение нейросетей и более эффективная работа мозга в целом. И плюс, если получается такая роскошь дать ребенку где-то хотя бы полчаса в день и ничего не делания. То есть мозгу очень важно ничего не делать, полениться, но это не значит, что мы в это время за гаджетами. Почему? Потому что у мозга должно быть время просто для того, чтобы он уложил информацию. То есть такое понимание, как wandering, то есть блуждание, когда мы запоминаем, а потом нужно дать какой-то плато, чтобы мозг уложил эту информацию по полочкам и был готов к восприятию следующей порции. Поэтому нужны вот такие перерывы, это очень важно. Да, и перед сном обязательно бесплатный окситоцин в виде обнимашек. Да, если нет у мамы рядом, папы рядом, но хотя бы ту самую мягкую игрушку, да, или вот это вот. Самоукачивание, да, это очень важно. Можно параллельно сказку, записанную маминым голосом, или про то, как она в него верит, в своего ребенка. Вообще круто. Медитацию запишите, нужно сделать такой курс по записи медитации. Ну, в общем, я нашла, что вот этот вот пептид, он усиливает реакцию рецепторов серотонина, лучше настроение, все более отчетливо, потому что именно серотонин отвечает, оказывается, за то, что мы слышим все отчетливо, улавливаем, всасываем и так далее. И, понятно, нейропротекторные свойства, он абсолютно безопасен и приводит, действительно делает вашего ребенка, если он все время у вас грустный и несчастный, то вот перед экзаменами можно вот эту историю поделать, он безопасен. Толерантность к несчастью повышается. Толерантность к несчастью. То есть толерантность к тому, что вдруг у меня что-то не получится, а вдруг на меня кто-то посмотрел криво, а вдруг там мне показалось, что там я кому-то не нравлюсь, или там вот это вот. Да, потому что еще есть такая история, последняя, которую мы хотим сегодня затронуть. Своего ребенка, конечно, лучше научить визуализировать, потому что, как говорит Хьюберман, все великие спортсмены, все великие баскетболисты, и люди с высоким, как их называют, элитные спортсмены и элитные перформеры, да, они, оказывается, визуализируют весь свой следующий день экзамена или соревнования или выступления. То есть нужно закрыть глаза и прям представлять: я выхожу на сцену, там в такой-то одежде, там такой-то свет, зал полный. То есть если всю эту проходку провизуализировать, то ребенку будет потом легче. Хотите, расскажу, почему и как это работает? Давайте. Дело в том, что для нашего мозга понимание будущего складывается исключительно из опыта, который у него есть в прошлом. То есть наш мозг может прогнозировать будущее исключительно из кубиков прошлого. И наш мозг воспринимает нас в будущем, он же нас там не знает, он же знает нас только в прошлом, а мы же развиваемся, мы же там что-то достигаем, меняемся и так далее. И наш мозг воспринимает нас в будущем тем же центром, которым он воспринимает чужих незнакомых людей. Какая вероятность, что для чужого человека вы будете стараться так же, как для себя? Не очень великая, правда? И когда мы визуализируем, наш же мозг мыслит картинками, вот представляем детально свой день в будущем, завтра это не так далеко, это не так страшно, это более или менее понятно. То есть создаем такое видение дня завтрашнего, прям подетально, не просто все будет хорошо, а именно вот встал, пошел, оделся, вышел в чем и так далее. Мы знакомим свой мозг с собой в будущем, с собой в завтрашнем дне. То есть мы говорим: я знаю того человека, я знаю, что он будет делать.
А когда мы знаем человека, мы к нему испытываем более, скажем так, безопасные чувства, нежели к незнакомцу. И поэтому, когда наступает завтра, тревожность мозга, она уже не такая большая, потому что он уже знает того человека. Это прекрасно. И вот вашему ребенку можете вот этот сейчас отрывок показать. Есть такая книга, которая называется «Будущее я». И оказывается, мистер Бист, он себе пишет письма в будущее. Да. И вот все успешные предприниматели — это люди, которые соединены с собой в будущем. То есть они знают, что это уже произошло. И вот мистер Бист, там прям отрывки есть, он пишет себе: «Hey, я надеюсь, у тебя уже есть столько-то тысяч подписчиков, потому что ты сделал это и это». Представляете? То есть вот они подтверждения. Если ребенку так писать, хотя бы с протяжкой на 3 месяца, на полгода, и потом он будет его перечитывать, он будет знать, что у него уже это получилось, и значит следующее получится. Это вот эта вот декомпозиция. Конечно. Научите ребенка писать себе письма в будущее или из будущего себе письма, как хотите. Самый простой лайфхак, которым я обучаю тех, кто приходит учиться ко мне, как познакомить себя с собой в будущем. И к ребенку это тоже прям очень хорошо применимо. Вот ты ложишься вечером спать, да? Поставь на кухне свою любимую чашку, из которой утром ты будешь пить воду. Для себя, завтрашнего. Вот ты завтра встал, ты Классно. уже как бы в будущем. И ты видишь, что человек о тебе из твоего прошлого о тебе позаботился. Значит, мы знакомы. Вообще шик. Значит, мы знакомы. То есть я проснулся в своем будущем, а обо мне уже позаботился человек из прошлого. Вообще класс. Закладки. Закладки, да. Или же можно прям вот эти маленькие стикеры есть, квадратные. Наш мозг лучше всего воспринимает то, что написано на бумажках зеленого цвета. Лучше всего. Поэтому, когда вы какие-то стикеры, там, напоминалки пишете и хотите, чтобы на них обратили внимание с положительным таким посылом, пишите на бумаге зеленого цвета. И вот дайте ребенку бумажки зеленого цвета, и пусть он опять-таки вечером себе на завтра пишет поддерживающее послание. У тебя сегодня все получится. Он просыпается, а у него, допустим, на тетрадке, на ноутбуке, там, на зеркале уже это есть. Все. Да, или Этого метафорические достаточно. карты, гайс, вообще тема. Я купила домой метафорические карты, и у меня дети вытаскивают, вот старшая дочь прям любит такое, она вытащила карту метафорическую, и там увидела что-то, и говорит: «Мама, это мы на йоге, это нас научила йога-учительница». Да. В конце йоги она вытаскивает, и она говорит: «Вселенная любит тебя настолько, что позаботилась». И вот она ходит, это реально работает. Для девочек это вообще прекрасно работает. Самовнушение такое. Самовнушение. Друзья, спасибо вам большое. Как советовали доктора, проходите чекапы детям. И конкретно хочу сказать, что мы этой весной придумали, составили для вас с врачами классный чекап, который называется «Джусхорах» 140. Если вы хотите, то ваш ребенок на самом деле не любит математику и английский, и историю. Он любит учиться, просто дайте ему на это ресурс, и он покажет вам все, на что способен детский растущий мозг. Конечно, он же очень нейропластичный. Очень нейропластичный, поэтому дайте ему просто возможность показать все свои возможности. Да, создайте ему контекст, а это всегда и биохимия, и ваша поддержка. Спасибо. Спасибо вам большое за прекрасную беседу. Просто рок изобилия для практических советов. Бери и делай, на год вперед вам хватит. Спасибо вам большое. Анна, Айжан, очень рада была вас здесь видеть.